уже 7:30. Мы приехали за Мишель и за моим младшим сыном. Самолет должен был прилететь в 7:20, но мы чуть на 10 минут опоздали, потому что у них начинаются пробки с 5 часов. Кстати, таксист, который нас сюда привез, что-то я даже не посмотрел на сдачу, я торопился, не додал сдачи. Там не принципиально, там 500, сколько, 5000 сум, по-моему. Но бывает и так. Так, наша семья вся в сборе. Мы решили провести один день в Ташкенте, а потом уже двинуться в Бухару. Изначально хотели на поезде. С поездом там вообще такая куча проблем. Оказывается, заранее все это надо было заказывать. Завтра в Бухару, в общем, нету у нас никаких поездов. Мы летим в обед. Сегодня последний день решили походить по тем местам, по которым мы с Крисом уже ходили. Ну, в первую очередь, это вот рядом то, что парк, потому что мы хотим искупаться в бассейне. До этого где-то у нас есть часик-два, где-то надо провести. Поэтому решили здесь покататься на очень старых, интересных аттракционах. Аттракционы вроде бы детские, людей нету. Возможно, в связи с этим сотрудники бабаи сидят, курят. Там, блин, так накурено, когда сдаешь даже билетики. Никого нету, им больше нечем заняться. Покуривают. Так, я так понимаю, этот аттракцион он тоже сломался. Мы просто катаемся вот так кругами. Он не поднимается, а должен, по идее, ну, судя по конструкции, он должен подниматься. Сотрудник говорит, что когда-то он поднимался. Я говорю, а что не поднимается? Говорит, когда-то это поднималось. Давно. Американские горки. Говорят, вот с карантина они все, уже ничего не работает. Вот эта тоже штука есть. Сейчас якобы все стоит на ремонте. Через год, на следующий год, будет все отреставрировано, отремонтировано, наверное, скорее всего. Короче, такое ощущение, что попал в зомби-ленд. Именно такой апокалипсис, начинающий на каком-то этапе. Когда все начинает вымирать. Вот тоже хорошая кафешка в нормальном состоянии. Почему не действующая? Это же все-таки парк. В парке могли бы развить какую-то индустрию. Не аттракционы, так, ну, хотя бы питание. Некоторых сотрудников заставляют все делать вручную, вырывать сорняки. Но зато поддерживают чистоту. Только непонятно, для кого чистота, если людей здесь нету. Но у каждого аттракциона, почти у каждого, сидит вот так сотрудник, как какой-нибудь бабай. Здесь и молодежи нету. Туалеты закрыты. Жалко. Среднеазиатский центр плова называется Беш-Козон. 5 казанов означает.
Как оказалось, у нас здесь никаких других видов плова нету, кроме свадебного. Мы думали, возьмем разные разновидности, все попробуем. Потом парень, который обслуживает, он очень так на расслабоне, и ему, я так понимаю, быстрее надо все столы обслужить. А я очень долгий, я слишком много спрашиваю, говорю, а это что? Парень так нервничает. Я говорю, давай тогда кока-колу, давай чай. И вот за каждый дополнительный заказ человек торопится, немного раздражается. Что-то они не заинтересованы так в обслуживании. Так. Мы заказали 3 порции плова. Ценников нету, я даже не знаю сколько, потому что у официанта что-то мы не спросили, он что-то так торопился. Насчет плова он сказал 30 с копейками вроде бы стоит порция. Вот такая порция. А все остальное, даже не знаю. Доесть, не доели порции, не знаю, если есть с хлебом, достаточно большие. Но вот наш младший все скушал. Так, оказалось, у нас общая сумма к оплате вышла 151 200. Здесь включает в себя плов. Плов, он, оказывается, стоит 32 тысячи сом. Где-то около $3 за порцию. Чай 2000, 20 центов получается. Хлеб стоит 6 тысяч, это $0,5. Свежие ассорти, я так понимаю, это салат, который нам дали. Но это не салат, это просто нарезанные овощи. Они были не заправлены ничем. Стоит 7 тысяч, это где-то 60-70 центов. Плюс за обслуживание взяли 12%. В других ресторанах нас почему-то всегда заряжали на 20%. Здесь 12%. Мы едем на такси. Менты почему-то его остановили. Он вроде бы ничего не нарушал. Сзади, по-моему, стоит, уговаривает его на что-то. Кстати, он пристегнулся. Я его спрашиваю тоже, может мне пристегнуться? Он говорит, не, пристегиваться мне не надо. То есть на передних сиденьях, если будет авария, он за меня не в ответе. Он мне говорит, не надо пристегиваться. Я же в безопасности, но он сам. Вот такой спуск для метро. Я предполагаю, что это только для инвалидов сделано. Никак не для велосипедов, потому что с велосипедами в метро нельзя. Хочется понаблюдать, как они будут спускаться. Некоторые дороги, они все-таки закатаны, так что этих арыков не видно. Почему бы нельзя было сделать во всем городе так? Чтобы и вода стекала, и люди не травмировались. Только таким образом установить там, где велосипеды ездят, тоже, по-моему, не вариант. А если колесом сюда? Светофор показывает, что человек бежит назад. И иногда светофоры встречаются на самой странной трассе. Здесь буквально одна-две полосы. При том, что на дороге полосами 3-4, по-моему, светофора не было. Были просто знаки пешеходного перехода. А здесь почему-то в одну полосу
встретился вот такой светофор. Опять мы приехали в Анкор парк. Старший захотел последний раз покататься на картах. И заодно мы привезли дополнительных игроков. По сравнению с прошлым разом, здесь сейчас уже появились люди. Многие точки все-таки открылись. Так, в общем, на картинге очень много желающих, оказывается, бывает вечером. В прошлый раз мы ждали где-то около минут 30 буквально. Здесь нам сказали, 1,5 часа надо ждать. И мы хотели сразу взять за 2 раза, но, оказывается, на следующий раз уже, на следующий заезд после нас тоже другие люди успели забронировать. И, получается, опять ждать. Будем кататься только 1 раз, а пока пойдем покатаемся на каких-нибудь других аттракционах. Ему еще вылезти нужно было. Мы сейчас уже выезжаем, у нас полный бардак, потому что через 2 часа у нас самолет, мы быстро-быстро торопимся, что-то быстро, поздно позавтракали. Дети, как всегда, заняты своим телевизором. Гостиница нам подогнала вино, фрукты, соки, однако же мы это все оставляем, потому что нам тупо надо лететь уже. Там еще 1 сок достался. В общем, мы ничего не поели, ничего не попили. Мы всегда катались просто целыми днями, поэтому нас в номере не было. Спасибо, конечно, за фрукты, но не было возможности даже их поесть. Вот там друзья тоже фрукты подогнали. Это попробуем сейчас запаковать, так как это был подарок, поэтому запакуем, что-то с собой возьмем, потому что неизвестно, где мы там сейчас остановимся в Бухаре. Здесь все перерыто. Это 3-й терминал. Отсюда мы уже полетим в Бухару. Все перерыто, непонятно, как подобраться к аэропорту. Идем пешком.
Похоже, нас привезли на международный аэропорт. Зачем мы садились на терминале на местном, если все равно нас привезли сюда? По-моему, вот этот наш. Что-то мы столько кругов накрутили. 아닌데 어디가? Тоже не наш. Короче, непонятно. Вот это, наверное, наш. 아 이건가 봐. 빨리 빠뜨려. Так, у нас билетики в самом конце, оказывается. Все пешочком, своими ножками. Ну, нам не привыкать. 외국인이라고 제일 안전자리인 거 아닌가? Здравствуйте. Uçudan tortib moslashtiring. Xavfsizlik kamarini yechish uchun pult qopqog'ini ko'taring. Мы в Бухаре. По температуре, в принципе, так же, как и в Ташкенте. Так, трап подается, но приходится идти пешком до самого аэропорта. Благо здесь недалеко. И самолет, можно сказать, припарковался прям рядом. Ой, а прям жарко. Здесь от солнца такое ощущение, что как будто жарче печет. А рыков почему-то нету. Куда все арыки Yo'nalish делись? qaytadan tuzildi. В Ташкенте, наоборот, все арыки оставили. Здесь новостройки. Дорога Шаг-2 в сторону вокзала. Yo'nalish qaytadan tuzildi. Uyning hovlisiga chapga buriling. Так, мы прибыли в нашу следующую гостиницу. На самом деле, как оказалось, это... А это у нас знаменитый Лобби Хаус. Здесь много разных ресторанчиков рядом. Я насчитал порядка 20 гостиниц на промежутке буквально в 500 метров. Такое скопление гостиниц на одной улице, блин, я не видел нигде. Есть домики такой советской постройки. Они смотрятся очень аккуратно. Не знаю, это после реставрации или нет. А вот рядом стоят вот такие непонятно что. Кругом все это сделано с гербами.